Всем привет, с вами Светлана. Спокойное море, низкие цены, близость к Несебру. Звучит как идеальное место для отдыха, не так ли? Мы в Равде, и на первый взгляд здесь просто замечательно. Но так ли хороша Равда для отдыха? В этом видео вы узнаете все плюсы и минусы. Вас ждет полный расклад по ценам на питание и жилье, а также независимый обзор пляжей. Ну что, вы готовы? Тогда давайте начнем. Равда. Кратко о главном. Факты и первый сюрприз. Итак, Равда. Официально это село с населением чуть более 3000 человек, зажатое между историческим Несебром и лечебным Поморьем. На первый взгляд все просто, но вот вам и первый сюрприз. Несмотря на статус села, Равда – это одна из самых активных строек на всем побережье. Буквально на каждом шагу растут новые отели и апарт-комплексы. Это курорт, который меняет свое лицо прямо на наших глазах. Вопрос – в лучшую ли сторону? Рельеф здесь в целом ровный, что удобно для прогулок, но есть нюанс. Практически ко всем пляжам ведут лестницы. Если вы с коляской или вам тяжело ходить, имейте это в виду. И наш традиционный квест. В этом видео я спрятала 5 таких ракушек. Найдите их все, пишите тайм-коды в комментариях и участвуйте в розыгрыше крутых призов. Детали конкурса в середине видео. Когда лучше ехать? Сезон, погода и нюансы моря. Классический сезон здесь с июня по середину сентября. Мы приехали в самый пик, и море встретило нас просто как парное молоко. А теперь моя традиционная рубрика «Замер воды в море». Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в море в Равде сегодня. Два 6 и 7. Подводный мир Равды. Есть ли жизнь под волнами? А вот подводный мир оставил вопросы. В Равде нет ни одного пляжа с престижной наградой «Голубой флаг» за чистоту. И чуть позже в битве пляжей я наглядно покажу вам почему. Как добраться? Самолет, автобус, своя машина. Как попасть в Равду? Начнем с самолета. Самый удобный вариант – прилететь в аэропорт Бургаса. Он всего в 22 километрах. Аэропорт Варны тоже можно рассматривать, но учтите, что оттуда добираться почти 2 часа, и это совсем другие деньги. А вот дальше из аэропорта Бургас начинаются нюансы. Самый простой и быстрый способ – это такси или заранее заказанный трансфер. Поездка займет 20-25 минут и обойдется примерно в 25-30 евро. Теперь про автобусы. И здесь важный момент, который сэкономит вам нервы. Прямого автобуса от терминала аэропорта до самой Равды, как правило, нет. Вам нужно будет действовать в 2 этапа. Сначала сесть на городской автобус, например, номер 15, до автовокзала Юг в Бургасе, а уже оттуда на любой междугородний автобус, идущий в сторону Несебра или Солнечного берега. Они все останавливаются в Равде. Это чуть дольше, но в разы дешевле. Сама автобусная остановка в Равде, конечно же, есть, вот она. Отсюда вы легко уедете в тот же Несебр, буквально за 10-15 минут. Так что сообщение с соседями-курортами налажено. Ну и, конечно, свой автомобиль. Это максимум свободы. Дороги хорошие, главный ориентир – трасса Е87. С парковкой, как я уже говорила, в Равде на удивление неплохо. Мы без проблем находили места и даже бесплатные, что для болгарского побережья настоящий подарок. Жилье в Равде – отели против апартаментов и реальные цены. Жилье – один из главных козырей Равды. Цены здесь действительно демократичны. Смотрите сами. Простую, но чистую комнату на двоих можно найти от 24 евро. Полноценные апартаменты с кухней от 31 евро. Номер в отеле стартует от 33 евро. Хотите первую линию? Готовьте от 47 евро за ночь. Искать можно как на букинге, так и по старинке. На многих домах висят вот такие таблички «Свободнее стаи», что значит «свободные комнаты». Инфраструктура и сервис. Что предлагает Равда? Несмотря на статус села, в Равде есть практически все для жизни. Банк, офисы курьеров, детские площадки, бесчисленные магазинчики и, конечно, фруктово-овощные лавки с сочными болгарскими персиками. На въезде в Равду расположен большой супермаркет Lidl, и к нему ведет удобный тротуар, так что многие отдыхающие без машин ходят за продуктами пешком. Теперь о призе. Победитель нашего розыгрыша получит двойной подарок. Личный видеопривет от меня в следующем видео и набор косметики из болгарской розы, который я отправлю лично. Пишите тайм-коды в комментариях и участвуйте в розыгрыше. Всем удачи!
Питание в Равде. От ресторана до супермаркетов. Цены. Кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Давайте заглянем в одно из типичных заведений у моря и посмотрим на цены. Итак, меню на стол. Рыбный суп почти 5 евро. Шопский салат, визитная карточка Болгарии 6,20. Бургер из телятины 10 евро. Горячее, например, морской окунь или котлета по-киевски в районе 13-14 евро. А обычная жареная картошка 4,60. Делайте выводы сами. Битва пляжей. Центральный против южного. А вот мы и подошли к самому интересному – пляжи. Их в Равде, по сути, два основных, и они занимают чуть больше километра береговой линии. Все остальные – это камни и волнорезы. Итак, пляж центральный. Здесь зонтик или шезлонг обойдется вам в 4 евро 10 центов. Вода визуально чище, дно в основном песчаное. Вполне неплохо. Пляж южный, он находится в бухте, здесь почти нет волн, что идеально для детей. Но цена за комфорт выше 5 евро 10 центов за зонт или лежак. И здесь нас ждал главный подвох. Несмотря на спокойствие, вода здесь была заметно мутнее, но самое неприятное – это дно. Оно покрыто ковром из скользких водорослей, наступать на которые, скажу честно, не доставляет никакого удовольствия. Наш вердикт – если вам важна чистота воды и дно, однозначно выбирайте центральный. Если у вас маленькие дети и отсутствие волн в приоритете, идите на южный, но будьте готовы к его особенностям. И наш победитель – пляж центральный. Развлечения и досуг. Что посмотреть в Равде и рядом. Скучать в Равде не придется, особенно если вы любите водные развлечения. Цены, правда, европейские. Час виндсерфинга с инструктором 52 евро. Каяк 30 евро. Полет на парашюте за катером 62 евро с человека. Для детей и взрослых есть стандартный набор. Надувные горки, банан, таблетки, все по цене около 13 евро. А если захотелось в Несебр, садитесь на морское такси за 8 евро и через 15 минут вы у стен старого города. Ну а главный магнит для всей округи – это, конечно, огромный аквапарк Несебр, который находится буквально в 2 шагах от Равды. Это развлечение на целый день. Безопасность в Равде. Насколько здесь безопасно? В целом Равда тихий и спокойный курорт. Преступности здесь не больше, чем в любом другом туристическом месте Европы. Главные правила просты: не оставляйте ценные вещи без присмотра на пляже и внимательно закрывайте машину и апартамент. Ничего сверхъестественного. Цены на отдых. Считаем бюджет на неделю. А теперь самое главное – деньги. Мы посчитали примерный бюджет на неделю отдыха для двоих в 3 категориях. Супер эконом. Живем в апартаментах, готовим в основном сами из Лидла. На пляже со своим полотенцем, развлечения минимум. Бюджет 450-500 евро. Комфорт. Живем в отеле, питаемся 50 на 50. В кафе и дома. Берем шезлонги, пару раз катаемся на банане и ездим в Несебр. Бюджет 700-800 евро. Люкс. Живем в отеле на первой линии, ни в чем себе не отказываем, в ресторанах. Каждый день шезлонги и зонт. Пробуем все водные развлечения и экскурсии. Бюджет от 1100 до 1200 евро и выше. Ну что, нашли все 5 ракушек? У вас есть ровно 3 дня, чтобы оставить комментарий и выиграть наш приз. Недвижимость в Равде. Глядя на всю эту активную стройку, конечно, появляются мысли о недвижимости. И да, цены здесь заметно ниже, чем у именитых соседей. Чтобы дать вам конкретный ориентир. Цены на небольшие студии в Равде сегодня стартуют примерно от 40 тысяч евро. А квартира с одной отдельной спальней, то есть по-нашему двухкомнатная, обойдется уже от 60 тысяч евро и выше. В зависимости от комплекса, отделки и расположения. Но важно помнить, покупая здесь, вы инвестируете скорее в спальный район у моря для собственного летнего отдыха, а не в актив с высокой круглогодичной рентой. Это спокойная гавань, а не кипящий бизнес-центр, и в этом его главный плюс и минус одновременно. Главные плюсы Равды. Итак, плюсы Равды. Первое – это цены на жилье и относительно дешевизна. Второе – близость к Несебру и аквапарку. Третье – спокойная атмосфера, идеальная для семей. И четвертое – хорошая ситуация с парковкой. Минусы Равды. К чему быть готовым? А теперь к минусам. Первое и главное – у курорта нет своего лица, своей изюминки. Второе – качество пляжей и воды вызывает вопросы. Нет голубых флагов. Третье – крутые спуски к морю по лестницам. Для кого этот курорт? Так для кого же Равда станет идеальным выбором? Если вы семья с детьми и ограниченным бюджетом, которая ищет тихий, спальный курорт и планирует на машине ездить по окрестностям,
в Несебр, Поморье, Бургас, то Равда вам подойдет. Это отличная и недорогая база для исследования южного побережья. Но если вы ищете курорт с уникальной атмосферой, как в Старом Несебре, безупречные пляжи, как в Дюнах или Албене, или бурную ночную жизнь, как на Солнечном берегу, Равда вас, скорее всего, разочарует. Итоги, наш вердикт и главные советы. Равда – это функциональное место. Здесь есть все, что нужно для отдыха, но нет того, за что цепляешься сердцем, нет души. Это честный, но безликий курорт-работяга. Итак, главный итог и мой ответ на вопрос из начала видео. Стоит ли ехать в Равду в этом году? Да, стоит, если вы четко понимаете, зачем вы сюда едете. За бюджетным жильем и удобной базой для путешествий по побережью, закрывая глаза на мелкие недостатки. И нет, не стоит, если вы ищете место с душой, историей и идеальным морем, которое станет главным впечатлением отпуска. Надеюсь, мой детальный разбор поможет вам сделать правильный выбор. Напишите в комментариях, были ли вы в Равде и какие у вас остались впечатления. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!